Привет, друзья! Это Валерий. Я рад вас поприветствовать на своем канале «В путь-дорогу». Сегодня вечером гуляем по Йошкар-Оле, столице республики Марий-Эл. Выехали мы сегодня сюда рано утром и приехали днем, заселились, но пошел такой мощный снегопад, что выйти на улицу было невозможно, тем более снимать. Поэтому гуляем сейчас вечером, когда снег немножко поутих. Кстати, поздравляю вас с первым снегом. Я не боюсь сильного снега, и, конечно, он не остановил бы меня от прогулки. Но съемка на камеру в сильный снегопад – это сложно технически и неприемлемо эстетически. Двигаюсь в центр. Я понимаю, что вечерний город хорош по-своему. И если освещение мне позволит, сниму центр города после заката. Часовня Николая Чудотворца слева визуально смотрится продолжением Большого Успенского собора, расположенного напротив. Все интересные здания, что вы увидите сегодня, новоделы. Не исключение и эти два объекта культа. Я на Ленинском проспекте. Сзади меня администрация республики. Передо мной окаймленная зданиями в виде итальянских палаццо площадь Оболенского-Ноготкова. Справа мэрия города. Мне кажется, я знаю, почему сегодня целый день шел снег. Посмотрите на это. Но правда, не в начале же ноября. У нас в Нижнем Новгороде герб олень, а здесь в Йошкар-Оле лось. Просто лось. Напротив нас, через площадь Ленина, Марийский национальный театр драмы. Красивое здание 1961 года постройки. Остановился я недалеко от железнодорожного вокзала на улице Панфилова за 1500 рублей за ночь. Советую останавливаться, как и я, в пешей доступности от центра. Перемещаться вы будете только туда. Зачем терять время? У домов красиво сделаны не только фасады, но и их тыльная сторона. Вот это красное здание очень сильно напоминает Северную Германию. Почему здесь Рембрандт, могу только догадываться. Это Амстердамская набережная, а он жил в Амстердаме. Город этот заинтересовал меня уже давно. Стали попадаться в интернете снимки о красивых набережных города Йошкар-Олы. И я для себя отметил, что было бы неплохо сюда приехать. Но задача была не первостепенная. Она изменилась после того, как сюда съездили мои друзья. Восторг их был такой неподдельный, такой настоящий. И друзья были такие правильные. Я доверяю их словам. И вот я здесь. Я очень рассчитывал на сегодняшнюю ночную съемку. И думал, что здесь, в центре города, все здания будут красиво подсвечены. Они действительно блестящие, они действительно хорошие. Они радуют глаз. Но как так? Ничего не подсвечено. Это большое упущение, я считаю. Если вы знаете, в психологии существует такая практика. Если у тебя плохое настроение, то можно натянуть улыбку на лицо. И вне зависимости от вашего настроения, оно начнет меняться в лучшую сторону. То же самое и с историей города. Если у вас нет исторических зданий, их можно сделать. И хотите вы или нет, история у города начинает появляться. А если все еще выполнено с таким изяществом, красотой и любовью, хотел бы сказать, что красота этих зданий говорит сама за себя, но, повторюсь еще раз, они не подсвечены должным образом. Йошкар-Ола получила свое название в 29 году. До этого в царской России город носил название Царево-Кокшайск. Естественно, когда случился Октябрьский переворот, большевиков не устроило название Царево, и его поменяли на название Красно-Кокшайск. Но и он просуществовал недолго,
как вы знаете, декрет об образовании СССР ввел такое понятие, как автономная республика. Одной из республик стала Марийская республика, как она тогда называлась, не Марий-Эл. Город переименовали вновь с учетом марийского языка. Название Красно в нем осталось, потому что в переводе с марийского Йошкар-Ола называется Красный город. Но красный, все говорят красный от слова красивый. Нет, в марийском языке нет такого понятия. Красный, красивый. Красный это значит от слова цвет, от символа большевизма. Даже вечером на набережной очень много народу, гуляет молодежь. Совсем мне тут не одиноко. Было желание покушать национальную марийскую кухню, зайти в какое-нибудь кафе, но здесь все строже даже, чем у нас в Нижнем Новгороде. Вход по QR-коду. С другой стороны, я не могу себя чувствовать сильно проигравшим в этой ситуации. Мои деньги остались при мне. Да, эта башня очень сильно напоминает Спасскую, но это не она. И даже не точно ее копия. Реплика? Да. Здание сделано по мотивам Спасской башни? Да. Но что точно совпадает с кремлевскими курантами, это их бой. Памятник Фонтан архангелу Гавриилу хорош. Интересный персонаж. Данному ангелу нашлось место в 3 религиях. В иудаизме его имя Габриэль, в исламе Джабраил. Рядом с площадью Республики группа из 11 безумно красивых домиков, выполненных в едином стиле, но проекты разные, похожих нет. Даже скопировать такие нужно быть мастером. Все декорировано мрамором. Единственное, чего не хватает 2 маленьким площадям, это банально лавочек. Кафедральный Благовещенский собор выглядит величественно и богато. Купола позолоченные, фасады украшены роскошными мозаичными панно. Наиболее сильно он напомнил мне питерский храм Спаса на Крови. На противоположном берегу нам открывается набережная Брюгге. Самые яркие здания уже подсвечены, но вы сами видите, тут есть над чем поработать. По Театральному мосту мы выйдем к Спасской башне. Она напоминает Троицкую в Московском Кремле, а та, что напоминала Спасскую, в Йошкар-Оле называется Благовещенской. Слева здание в стиле поздней готики с 2 арками по бокам. Это ЗАГС. Подойдем к нему обязательно. Впереди памятник Аркадию Куприянову, марийскому автору исторических и фантастических романов. Поставил себе галочку – попытаться прочитать его фантастический роман «Амазонки». Возле ЗАГСа мы проходим одну из его арок. Скульптура известной во всей Европе пары Ренье III и Грейс Келли. Князь Монако и голливудская звезда. Для целого поколения любовная история Грейс Келли и князя Ренье была красивой сказкой. Часто существуют различия между тем, что ожидаешь, и тем, что получаешь. Иногда это не в твою пользу, иногда в твою. А вот сейчас я приятно удивлен. Это не 10 домов, не 15, это не 1, не 2 улицы.
Это огромный микрорайон, застроенный интереснейшими зданиями. Если гулять, наслаждаться видами, осматривать памятники, не просто так вот бегом, а с чувством, с толком, с расстановкой, целый день кладите, не ошибетесь. Но помните о том, что здания здесь все в основном административные. Иногда попадаются кафе, царство благоденствия и благополучия среди обычного российского города. Кстати, многие говорят о том, что Йошкар-Ола за пределами вот этого чуда выглядит серо и убого. Я не согласен. Я не нашел ни серости, ни убогости в спальных микрорайонах. Это обычный российский город. Наш Нижний Новгород ничуть не лучше. Марийская речь слышится на каждом шагу. Ну вот я говорил, что очень много молодежи, причем она удивительно громкая. Никто не разговаривает спокойно. Все Я к этому не привык. Эти все прекрасные новодельные здания построены поблизости от реки Кокшаги. Кстати, вот Царево-Кокшайск получил свое название именно от речки. Изначально город был построен как крепость. Здесь был земляной вал, на валу деревянное фортификационное сооружение. Однозначно Йошкар-Ола мне очень сильно нравится. Из приволжских городов, хоть он и не стоит на Волге, но Кокшага является притоком Волги, он не теряется. Ну, вот эта вот самобытность новоприобретенная, это даже необычно, это даже интересно. Памятники такие прям людям незамыленным. Никогда в других городах я не видел памятник этим персонажам. Это вот у нас императрица Елизавета. Причем худенькая такая еще. Молодая, наверное. Многие смотрели сериал «Екатерина». Там Елизавета присутствует. И как-то вот с такой худенькой девочкой она у меня никак не ассоциируется. А вот это здание впереди ассоциируется с одним из моих любимых замков, который построил баварский король Людвиг Нойшвайнштайн. Конечно, это не точная копия. Это, опять же, какая-то реплика по мотивам. Спар будет вашей палочкой-выручалочкой. И магазин хороший. Его достоинством является то, что там всегда можно купить готовую еду. Вам там ее разогреют, продадут, и там же вы можете поесть. Это особенно удобно сейчас, когда без QR-кодов не пускают ни в какие заведения общественного питания. Замок по мотивам Нойшвайнштайна – это, оказывается, театр кукол. Коронавирус, хоть и гадость большая, но дал нам всем уникальную возможность путешествовать по России. Потому что я всегда бы предпочел за границу, если бы туда сейчас пускали. А так мы открываем для себя свою страну. Ну, пусть так. А это Петр и Февронья. Символ любви и верности. Наши российские. Альтернатива, так сказать, святому Валентину, который там, по-моему, 14 февраля, что ли. И мне прям очень сильно нравится, что памятники все такие миниатюрные, их много. И они такие вот на злобу дня, такие все худенькие, такие все подтянутые. Вот в Муроме, например, памятник Петру и Февронье. Там Февронья, прям Февронья. У нее везде богато. А здесь такая вот она прям статная девушка. Говорят, местный губернатор от ЛДПР, который все это устроил, был большой поклонник европейской архитектуры. И вот это все его заслуга. Если это так, то он большой молодец. Сейчас его, по-моему, посадили и надолго. Я не верю, что плохой человек мог устроить такую красоту для людей. Здесь у нас, кстати, проходит представление. Завтра попробуем на него попасть. Кукольная такая постановка а-ля Прага. Иисус Христос, ученики, ослик. Все выезжают из одних дверей, заезжают в другие, дефилируют. Мы когда шли вот по мосту, последнее представление было в 9 часов вечера. Музыку я слышал, и даже вот немножко все подсвечивалось, но увидеть с такого расстояния было невозможно.
Попробуем утром завтра все заснять. Реально безумно красиво, и причем альтернативы нет в России. Никто ничего подобного не делал. Вот так воссоздать европейскую архитектуру. Опа. Памятник Пушкину и его литературному персонажу Онегину. Необычно. Улица Пушкина и улица Гоголя, выходя на Амстердамскую набережную, заканчиваются памятником соответствующему писателю. А я направляюсь спать. Завтра продолжим. Доброе утро. Задача у меня сегодня простая. Досмотреть то, что не увидел вчера, а увиденное показать в светлое время. Эта площадь в Йошкар-Оле называется Юбилейная, а памятник называется «В космос». Мы на проспекте Гагарина. Обязательно посмотрим сегодня Ёшкиных кота и кошку, парк культуры и отдыха и Кремль. Завершит видео представление 12 апостолов. И вот, друзья, мы подходим с вами к знаменитому Ёшкиному коту. Ёшкин кот – эвфемизм, нейтральное по слову словосочетание, которому можно придать эмоциональную нагрузку интонацией. Сказанное в сердцах, оно выражает огромный спектр эмоций, от удивления до разочарования. Словосочетание считается паразитом и в большинстве случаев заменяет матерные слова, делая речь цензурной. Что ему нужно потереть, догадаетесь сами. Площадь Ноготкова-Оболенского. Корни его рода восходят к Рюриковичам. В 1584 году по указу царя Федора Иоановича во главе отряда прибыл в Новый Царев город на Кокшаге, где был назначен воеводой. Руководил походом против Луговой Черемисы, населявшего эти земли народа. И строительство красивых зданий в Йошкар-Оле не закончилось. Оно продолжается. А я, двигаясь к Йошкар-Олинскому Кремлю, пройду через городской парк. Ноябрь не лучшее для этого время, но тем не менее. Интересная черепаха. Скажу вам без дураков, Йошкар-Олу есть за что любить. Я ее люблю. Как город, от пребывания в котором я получаю истинное удовольствие. С тыльной стороны Кремля, вот в таком резном здании, расположен музей керамики и гончарного искусства. Маленький, крепкий Кремль, такой, как боровичок. Размеры его не позволяют выдержать настоящую осаду, но как украшение города самое то. Любой Кремль украшает город. Это я знаю точно, потому что в Нижнем Новгороде он является главной достопримечательностью. Здесь тоже он не на последних ролях. Кремль пока закрыт. Новых красивых церквей, таких как эта, в центре Йошкар-Олы очень много. Но я решил внутри ничего не снимать. Не только потому, что это не приветствуется. В принципе, когда мне надо, я снимаю. Но храмы новые,
они не украшены внутри никак. Поэтому это не имеет смысла. Официальный Кремль здесь один, но многие здания, такие, например, как церкви, тоже обносятся крепостными стенами, ну, по типу монастырей. И сейчас, вот без полумрака, без подсветки, ну, красный современный кирпич выглядит просто красным современным кирпичом. Слишком неестественно, а вечером вы просто додумываете и представляете больше. Поэтому не поленитесь прийти сюда вечером. Это очень красиво и более необычно, чем днем. К вашему сведению, Кремль работает с 10. Вот я подошел туда буквально минут на 15 раньше и пришлось подождать. Сейчас возвращаюсь к нему и мы попадем внутрь. Ровно в 10 Кремль распахнул свои ворота со всех сторон. Судя по лесенкам, на эти стены можно забраться в нескольких местах. Попробую это сделать. Здорово! Прям боевой ход. Для детишек здесь, в Кремле, будет просто потрясающе. Полазить можно везде, можно даже подняться в башню. Здесь вот в боевом ходе, там расположены фотографии такие, наличников интересных домов, которые собраны со всей Марийской республики. А вот в таких нишах, в арках у стены, тоже плакаты с различной интересной информацией о жизни, быте и культуре республики. Читайте, знакомьтесь, это очень интересно. Ёшкина кошка притаилась на площади республики у одного из пряничных домов. Снег усиливается, но представление, которое начнется в 12 часов, я пропустить не хочу. Подводя итог своей поездки в Йошкар-Олу, хочу сказать следующее. Я приехал сюда за интересной архитектурой. Я получил ее сполна, налюбовался всеми зданиями, получил эстетическое удовольствие. Множество здесь музеев, я их не посещал, это не входило в мои планы. Подвела в очередной раз меня погода. Не входило в мои планы снимать «Серое небо», но оно в кадре. Смотрите шоу «Апостолов», а я на этом говорю вам до свидания. До новых встреч. Постскриптум. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравился мой новый микрофон.